Доброго времени суток, коллеги. Ну вот сегодня у нас очередной внеочередной выпуск. Хотел выложить видео, посвященное анализу, что лучше для инвесторов, облигации или акции. Но вот сегодня у нас такая веселая вечерняя сессия прошла на российском рынке, да и в нефти было движение, что вот решил опять сделать исключение и, что называется, на злобу дня записать анализ текущей ситуации, как я это вижу. Поэтому мы сначала рассмотрим новости, которые двигали либо не двигали сегодня рынок нефти, рынок доллара и, соответственно, российский рынок. И затем, если останется время, пару слов скажу, в каких я позициях, кому интересно. Итак, поехали. S&P улучшила прогноз по цене на нефть марки Brent в 2019 году с 55 до 60 долларов. Прогноз дается на 2 года. 19 и 20 год. Позитив это или негатив? Ну, начнем с того, что речь здесь идет в первую очередь о сделке ОПЕК+. А вот с сделкой ОПЕК+, не все так однозначно. Так, ну и открываем новость из Баку, где проходила встреча ОПЕК+. ОПЕК+ отложила решение по сделке до июня, ожидая черных лебедей. Что это означает? Ну, здесь очень большая статья, много, как говорится, букв. Значит, по сути, вот нас интересует вот этот вот параграф, где написано, что происходило в принципе и что нас ждет дальше. Значит, в 2016 году был договор ОПЕК+, ну так называемая сделка, в которой предполагалось сократить добычу до 2018 года. А в июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от этих условий, что означало увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе России, примерно 200 тысяч баррелей в сутки. И мы помним, что в 2018 году как раз вот в связи с этим увеличением на 1 миллион баррелей резко снизилась цена на нефть. И наш министр Новак, министр энергетики, сказал, что необходимо делать выводы из этой ситуации. И таким образом Министерский комитет ОПЕК+, который, в общем-то, и создан для того, чтобы мониторить ситуацию и принимать решения о будущем сделке, должен иметь маневр не только на сокращение нефти, но и на увеличение, имея в виду черных лебедей, Иран и Венесуэлу, и санкции США. Рынок воспринял это противоречиво. Давайте посмотрим на котировочки нефти, как они себя вели. Ну, я могу сказать, что вот эти вот два движения и затем второй вынос, это не про ОПЕК+. Сейчас скажу, что повлияло на вот это вот резкое движение. Информация с ОПЕК+ повлияла на котировки вот здесь вот. То есть снижение и затем проторговка. Именно здесь мы шортили позавчера. Я писал это на форуме трейдеров, но мы позже вернемся к моим сделкам, если останется время. И я скажу, в каких я позициях сейчас нахожусь и где я в них заходил. Так вот, ситуация с черными лебедями на сегодня говорит нам о том, что ОПЕК+ пока кардинально сокращать производство нефти не будет, учитывая непредсказуемые события, связанные с Ираном и Венесуэлой. А раз они не будут сокращать добычу, то нефти на рынке меньше не станет. И таким образом вот эта новость, она никак не может вести котировки наверх. Как бы для цены это негатив. Вот поэтому под это дело мы шортили, потому что было ожидание, как именно в Баку пройдет встреча. И мы предполагали, что именно такая формулировка и будет. Что не будет кардинального сокращения добычи. Поэтому мы и шортили. Ну я уже показал где. Вот здесь вот. Не знаю, видно или нет. Здесь написано Short Brent 68.05. Но что произошло сегодня? Вышли новости по коммерческим запасам в США. Именно эта цифра и вывела котировки выше уровня сопротивления, который был указан нами ранее. И сейчас мы эту новость рассмотрим, а потом я скажу, как мы на нее среагировали позиции. Вышли из позиции или оставили ее, или нарастили. Итак, коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%. Это много. Рынок ожидал рост запасов в США, а запасы снизились. Причем очень сильно снизились. Для рынка это стало полной неожиданностью, и мы увидели по нефтяным фьючерсам панические покупки. Я считаю, что эта реакция кратковременная, скорее связана со спекулятивным снятием правильных стопов, которые ставились шортистами по нефти, которые тоже в курсе событий
и выводов, которые были сделаны лидерами ОПЕК+ в Баку. Они зашортили под это. И вот крупный манипулятор в нефти, по некоторым данным это был Морган Стэнли, выносит эти стопы наверх, провоцируя дополнительные продажи нефтяных фьючерсах. После чего мы видим откат, как фиксацию прибыли манипулятором, и второй вынос. Вот, как правило, такие двойные вершины иллюстрируют добитие до стопов. Но вот с этой вот второй атакой не все так просто и однозначно. Вторая атака не была вызвана только лишь действиями манипулятора в нефти. Но также здесь была и рыночная причина, и рыночные предпосылки. А именно какие? Американский доллар стал проседать на заявлениях ФРС. И давайте мы и эту новость сейчас рассмотрим. Вот у нас идет так все по лесенке, и потихонечку мы этот клубочек распутываем. Открываем новость агентства экономической информации. ФРС США решила замедлить сокращение активов на балансе в мае и прекратить его в сентябре. Ну, что это означает, переводя на обычный наш язык? ФРС выкупала собственные облигации на свои же деньги для того, чтобы поддержать спрос на казначейские бумаги. И вот теперь они принимают решение, что раньше они выкупали на 30 миллиардов долларов, и вот с мая они будут выкупать на 15 миллиардов долларов. Хорошая это новость или плохая для рынка? В краткосрочном плане эта новость плохая, это негатив. То есть спекулянты здесь и сейчас понимают эту новость как ликвидности на рынке будет меньше, значит денег в рынке будет меньше, значит рынок расти не будет. Ну, соответственно, здесь речь идет о рынке долларовых обязательств, ну, значит, о долларе. Поэтому открываем сразу индекс доллара и смотрим, как реагировал доллар на это. И сразу, пока мы еще не увидели этот график, я скажу, что в долгосрочном плане это очень хорошая новость. Это говорит о том, что ФРС воспринимает текущее состояние американской экономики как позитивное, и больше того, что этот позитив в американской экономике продолжится, и ФРС уже не нужно будет тратить по 30 миллиардов на выкупы казначейских бумаг. Больше того, плавное сокращение до нуля. И предполагается, что спрос на казначейские бумаги будет полностью оформляться со стороны рынка, а не реинвестироваться Федеральной резервной системой. Ну, давайте теперь посмотрим индекс доллара. Ну вот мы и видим, сразу по выходу этой новости были мощные продажи в долларе, и доллар ушел на отметку 95.18, даже меньше, вот минимум был 95.17. Но затем рынок стал более детально прорабатывать по смыслу, и мы видим, что падение доллара не продолжилось, а доллар стабилизировался и даже попытался немножко порасти. Кстати говоря, я вот здесь поставил отметочку, что при цене примерно 95,4 по индексу доллара российский фьючерс РТС стоил 124 050 пунктов. Ну и буквально пару минут у меня остается на свои позиции обозначить. Подробно я написал свою позицию во фьючерсе РТС на форуме трейдеров. Там я шортил фьючерс и защитил этот шорт опционами call. Заходите в ветку «Срочный рынок» на форум и смотрите, там все это есть. Я сейчас покажу, как это сделать. Вот у нас форум трейдеров, он так выглядит. Заходим, нажимаем на вкладочку «Форум», загружаются разделы форума, срочный рынок, Форекс, фондовый рынок и так далее. Заходим во вкладку, в раздел «Срочный рынок». Можно открыть, можно картинку кликнуть, неважно. И вот срочный рынок в марте. Кликаем сюда. Вот уже мы видим 24 страницы. Ну, я, по-моему, на 21 публиковал сделочку. Вот, пожалуйста. Заходите и смотрите. Вся хронология по позиции здесь обозначена. Если кому-то интересны мои сделки, пожалуйста, заходите, знакомьтесь с ними. Сейчас мы на это время тратить не будем. Таким образом, подытоживая, мой шорт в нефти я продолжаю держать, считая, что
краткосрочные выносы наверх, связанные как с манипуляциями и поход за стопами, так и реакции на давление на доллар и как следствие выноса по нефти, явлением кратковременным, а по сути страны ОПЕК+ сокращать предложения нефти не будут. Поэтому фундаментальных предпосылок для роста нефти нет. Вот этот всплеск это спекулятивный, а значит краткосрочный вынос. Мы знаем для чего. Здесь вот были огромные объемы вертикальные. Они говорят, что на всей этой дистанции собирались стопы. И в то же время горизонтальных объемов здесь нету. То есть здесь не было уровня, его здесь нету. Понимаете, да? То есть атака была не в уровень, а атака была в позиции. Вот так это называется. Поэтому шорт я продолжаю держать. Шорт, повторюсь, от 68.05 долларов за баррель бренда. И я продолжаю держать шорт по фьючерсу на индекс РТС с экспирацией завтра, защищенную коллами, который позволяет держать позицию в нейтральном положении. Я ее не хочу называть специально дельта нейтральной позиции, потому что она все-таки направленная позиция и она работает в достаточно узком опционном коридоре, который уже, чем классические дельты нейтральной позиции. Я желаю всем успешного завершения текущей недели. Итоги мы подведем, как обычно, в понедельничном обзоре. А в субботу я выложу уже записанный обзор про два инвестиционных инструмента, акции, облигации, и какой из них интереснее в наши дни для обычного рядового частного инвестора. С вами был Дмитрий Пушкарев. Всем пока!